Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео предлагаю продолжить тему, что наше настоящее – это запретное прошлое. Потому что есть такое ощущение, что есть те элиты, которые на самом деле сатанинские, которые допускают развитие человечества до определенного уровня, потом устраивают определенную жатву, как это модно сегодня говорить. И человечество не может развиться, чтобы превосходить знания этих элит. То есть оно сначала уменьшается, потом потихоньку увеличивается, выдаются технологии некоторые. Человечество опять достигает определенного уровня и опять обнуляется. Притом обнуляется одними и теми же элитами, которые сохраняют технологии высокоразвитых, сохраняют прекрасное знание о прошлом, тем самым держат под контролем развитие человечества. И чтобы выйти из этого порочного круга, надо понять свое прошлое. Потому что тот, кто не понял свое прошлое, не знает его, вынужден переживать его снова и снова. Обратите внимание на отечественную инновацию синтезит. Это не просто железо, это результат серьезной научной работы российских исследователей. Вот, например, кровь мужчины до приема синтезита. Эритроциты слипшиеся, нарушен перенос кислорода. Именно это часто становится причиной хронической усталости, заболеваний сердца и сосудов. А теперь его кровь уже через час после приема синтезита. Эритроциты в норме, кровь свободно несет кислород ко всем органам. Это помогает восстановить энергию, улучшить самочувствие и снизить риски инсульта и инфаркта. Не случайно врачи и тренеры именитых спортсменов рекомендуют синтезит. И вы можете найти сотни отзывов обычных людей, которые ощутили разницу. И, кстати, отзывы подтверждены множеством научных исследований, что вообще очень большая редкость для производителей таких добавок. Ссылка на сайт производителя из соцсети в описании. Только для моих подписчиков скидка 20% по промокоду Виктор20. Успейте, пока действует акция. Для того, чтобы нам понять реальное прошлое, нам достаточно взглянуть на вот эти фотографии, где слева фото реального Бэтмена 1892 года, справа персонажи как раз комикса, который вышел в 1939 году, 1939. Кто такой реальный Бэтмен? Это Билл Смит, а его помощника звали Робином. Он в 1870 году перебрался через океан, жил в Нью-Йорке, был подсобным рабочим в магазине мясника, который постоянно грабили. Ему это надоело, и он решил преследовать преступников, которые нападали на лавку и на прохожих. Позднее к нему присоединился младший помощник, которого звали Робин. Спустя 4 года к Биллу пришла идея примерить свою легендарную маску для головы. Он стал выглядеть как летучая мышь и скрывать свою настоящую личность. В таком виде он поначалу обходил окрестности в поисках злоумышленника. Но элиты интересуются не только недавним прошлым, но и глубоким прошлым, тем более демоническим, потому что так называемый Камазоц или Камазоц — это как раз демон летучая мышь недавнего прошлого, майянская. Вот слева его фотография и справа его изображение. И мы видим, что фактически все эти образы они слили воедино, и получился комикс про Бэтмена. Вот и весь секрет. То есть элиты знают прошлое, изучают его, тем более демоническое, а потом под определенным соусом выдают в наше настоящее. То есть смотрите, какое новое. На самом деле все это было. Если мы откроем индейцев Майя Кодекс, то мы видим, что современные заставки некоторых кинокомпаний полностью его повторяют. Ничего они не придумали, они просто взяли из забытого прошлого. То же самое можно сказать и про знаменитый смайлик. Перед вами находка, которая датируется 1700 годом до нашей эры. То есть самому раннему смайлику 4000 лет. Он принадлежит хетской цивилизации. В недавнем прошлом он тоже постоянно использовался. Слева как раз документ от 1635 года. Справа документ от 1741 года, где эти смайлики присутствуют. Там их огромное множество. А в наше время этот смайлик снова появился в 1972 году. Опять же, потом он был настолько популярен, что его даже узаконили, зарегистрировали и потом стали использовать как торговую марку, зарабатывая на этом миллионы. То есть смайлик прошел тысячи и тысячи лет, дошел до нашего времени. Ах, какое новшество, но это было изначально.
Потом, соответственно, все эти рожицы перекочевали и в интернет, в телефонные сообщения, в сообщения при помощи компьютеров. То есть вот вам 19 сентября 1982 года через университетскую систему сообщений первый смайлик отправил Скотт Фалман. Ну, соответственно, дальше эти смайлики перекочевали уже в телефоны, в компьютеры. И здесь то, что для нас как бы современность, но оно было и в прошлых периодах человеческой деятельности. И не исключено, что это тоже использовалось и в технике древних цивилизаций. А нам это просто вернули как бы как новые открытия, разработки. Почему я так говорю? Потому что наше древнее есть то, о чем мы слышали, но даже не понимаем откуда. Вот этот знаменитый конь в пальто. А фактически это древняя статуэтка династии Тан, примерно 7-10 века нашей эры, Китай. Там, где существовала легендарная Тартария, сейчас это хранится в музее США. Как видите, не только конь в пальто, но и даже змея в шубе какой-то. Поэтому таких чудес хватает, то что как бы нам дошли легенды, но мы не понимаем, откуда они. Самое интересное, что это есть в культуре повсеместно. То есть слева Три Грации, фреска, раскопанная в Помпеях, который вроде бы погиб в 1 веке нашей эры. Потом же мы видим, то же самое повторяет Рафаэль, Коса, Рубенс. Ну и все это повторяется в деталях. То есть идут века, проходят, а то и тысячелетия. А все одно и то же и повторяется вплоть до деталей. Ну такого же просто так не может быть. Просто как бы это культурная традиция, которая была и в прошлых цивилизациях, и дошла до нашей цивилизации. Нельзя сказать, что прошлые цивилизации были примитивными, потому что те же раскопки Помпеев показали, что там огромное количество прозрачного стекла. Но нам же говорят, что оно впервые было получено в 15 веке. Причем там есть большие оконные проемы. Опять же говорят, что такие начали делать только в 14 веке. То есть там такие методы обработки того же стекла, которые были достигнуты нами через 1000 лет. То есть есть как бы обнуление, потом обратное освоение потерянных технологий. И то же самое можно сказать про медицинские инструменты, найденные в Помпеях. Они созданы из бронзы, причем бронзовые медицинские инструменты применялись в медицине вплоть до 20 века. А у некоторых из них видна современная резьба. Но ведь инструментам 2000 лет. А нам говорят, что современные станки были спроектированы в 16 веке, а внедрены фактически в производство массовое, тем более в 18 веке. То есть цивилизация того 1 века нашей эры, мягко говоря, была не такая уж глупая. Они были технологичные, продвинутые, культурные, но погибли в виде глобальной катастрофы. И подобные катастрофы имеют периодический характер. И лиды об этом знают, почему и в наше время не строят убежища. 20 век. Флеминг открыл, что определенная плесень под названием пенициллин смертельна для бактерий, стафилококка. То есть первый антибиотик перевернул мир медицины, спас миллионы жизней, но лечебный трактат Бальда был написан примерно в X веке на основе более раннего текста. В нем собраны рецепты травяных отваров, заговоров, молитв, лечили, как говорится, чем могли. Но там есть рецепт глазной мази из лука, чеснока, вина и бычьей желчи. Они его воссоздали в наше время. И что же оказалось? Мазь уничтожила практически все клетки стафилококка. То есть это мощнейший антибиотик того времени. То есть пока мы считали, что в древности как бы антибиотиков не было, антисептиков, а оказалось, что они были и даже мощнее наших, и даже может и лучше, потому что к этой мази как бы бактерии не привыкнут. Вы же знаете, что современные антибиотики приходится постоянно разрабатывать новые, потому что бактерии тренируются, привыкают и становятся более устойчивыми. Перед нами же как раз мазь из X века, которая превосходит даже наши наработки. Она простая и эффективная. Но высокие технологии мы видим на всем протяжении развития человечества. Потому что, например, Сигвей, изобретенным Дином Кейменом в 20 веке, а слева как раз бронзовая фибула с изображением рогатого божества, Словакия. 5-й, начало 4 века до нашей эры. То есть мы, заглядывая вглубь веков,
видим высокоразвитые технологии, не хуже наших современных. То же самое в 2021 году, 2021, нашли как бы в подводной пещере 150 черепов. Так некоторые из них содержали микросхемы. Но находки 9500 лет. Как такое может быть? Ну, такое может быть, потому что в 2023 году Илону Маску все-таки дали разрешение на клинические испытания чипов Neuralink, который внедряется в головной мозг. То есть уже это устанавливается людям. Какое достижение нашего времени, какая современность. А это извлечение камней глупости. То есть это художники 15-17 веков, которые помогают людям избавиться от этих камней глупости. Ну, современное человечество все-таки примерит эти камни глупости, потому что без них невозможно контролировать человека напрямую. А как мы видим, цивилизация, которая погибла в 17 веке, почему-то уже имела подобные технологии. О периодичных катастрофах можете посмотреть в моих видео, перейдите, посмотрите. Потому что, опять же, вы еще недавно смеялись над сказками, где там люди разговаривают с этими зеркалами, там какие-то яблочки крутятся. А сегодня у каждого из вас этот яблочек, и снова вы разговариваете с этими зеркалами. И можете видеть все по миру. Так же, как и в древних сказках. Голография. О, какое уникальное наше изобретение 20 века. 1947 год впервые как бы мы об этом услышали. Примерно с 1960-х мы об этом знаем, применяем. Делается это вроде бы при помощи лазера в наше время. Но если посмотреть на это кольцо, которое найдено в гробнице 2 века, то в нем голографический эффект. То есть как они могли это добиться при помощи молотка, кувалды и такой-то матери. О чем нас уверяет современная наука. Мы должны в это верить. То же самое деталь римской мозаики на Мальте. То есть она демонстрирует поразительный трехмерный эффект. Датировка 1 век до нашей эры. И если посмотрите на синенькую стрелочку, это один из славянских символов Перуна, который означает как бы защиту. То есть защита от излучения. То есть магнитосфера наша фактически. Поэтому технологии прошлого во многом нас превосходят. А даже они знали больше строения мира, чем мы сегодня. Потому что вот слева современные электростанции, альтернативная энергия, сбор солнечной энергии. Но в основе всех легенд, культуры, технологий лежит легенда про Прометея, который украл у богов технологию огня и подарил ее людям. Ну какую технологию огня он мог украсть у богов? Ну не просто там какое-то высекание искры из кремния. Нет, он украл как раз световые технологии, потому что промень это луч. То есть вот эти амфитеатры прошлого вполне возможно, что служили не просто театрами, а там подобные зеркала использовались, с помощью которых они плавили материалы. Потому что в древности тоже было выплавка материалов, которые как бы недоступны обычными технологиями. То есть сколько древесину не сжигая, не получится качественный металл. Они же выпускали качественный металл. Плюс лучами солнечными они заживляли даже раны. То есть совершенно другой уровень технологий, который мы сегодня еле начинаем понимать, использовать. И даже древние использовали его лучше. И вот откуда этот божественный огонь солнца. Это понимание приходит, когда мы видим подобные технологии. То есть добавление хрома в сталь препятствует кислородной коррозии. Это стало открытие начала 19 века. Внедрили, вау, какие у нас технологии крутые. Но в Персии об этом было известно еще в 11 веке. В трактате написано, что если добавить в тигельную сталь минерал хромит, ну как бы получится то, что мы получили в 19-20 веке. То же самое раскопки в Иране показали, что действительно та самая вот эта сталь хромистая, которая считается суперизобретением 19-20 веков, она была еще 10 веков назад. То есть это подтверждено и рукописями, и исследованиями. То же самое можно сказать и про математику. Ведь математика, как бы царица наук, помогает развиваться человечеству, но перед вами как бы таблицы, которые найдены, им 4000 лет слева, справа 2300 лет из Китая. И то есть они были задолго до Пифагора, были распространены от Египта до Китая. И
в этой таблице, что справа, как бы удобно умножать не только однозначные, но и двузначные числа. То есть человечество обретало технологии, потом от катастроф и так называемой современной жатвы просто уничтожалось, потом начиналось новое развитие. Но оставалась элита, которая эти технологии сохраняет, оберегает и в день по чайной ложке выдает для того, чтобы контролировать население. Ну, соответственно, и технологический уровень технологического развития. Помните, повторение это не только мать учения, но и наша реальность сегодня. Потому что, вспоминая прошлое, мы понимаем, какое будущее, и только благодаря этому мы можем выйти из этого порочного круга повторения самоликвидации человечества. Все ссылки на использованный материал, как всегда, в описании под видео, плюс интернет вам в помощь. Нажмите кнопочку еще под видео, там описание. Ну и просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит, ничего не слышит, ничего не говорит. Поставить лайк, написать свой комментарий, поделиться информацией в соцсетях, тогда здравомыслия в мире станет больше. Человечество получит шанс на выход на другие уровни развития. Намного больше полезной информации в конечных заставках. Переходите, смотрите другие видео на канале, их огромное множество. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.